Знаете, после всех этих праздников, после праздничных кампаний с эпиками, с сокровищами, игроки как будто бы проснулись, они как будто бы вспомнили, в какой реальности они находятся, в конце концов, в какую игру они играют, как-то ни странно. И вот все внезапно вспомнили про такую функцию, как умный помощник, вспомнили про то, что в игре-то особо и нет контента, кроме вечно обновляющихся паков с теми же самыми игроками и с повторяющимися цифрами, которые время от времени растут либо больше, либо, незначительно. Но сегодня я хочу поговорить не столько про умного помощника, сколько про весь геймплей eFootball в целом, потому что, тенденция как будто бы с каждым годом становится все хуже и хуже, и вот на подобное рассуждение меня подбил ролик, один вот небольшой ролик с нарезкой игровых моментов со времен PES 2020, то есть в одном из сообществ я наткнулся на кадры геймплея из MyClub в 20-й песке, и из этого ролика я для себя понял, что в небольшой нарезке по 20-й песке, как интересно получилось, именно нарезки по онлайн-матчам, я для себя отметил намного больше интересных моментов, интересных ситуаций, из которых были забиты голы. Тогда как вот в eFootball как будто бы, если не все голы, то большинство из них достаточно однообразны. Нет каких-то вот прям, знаете, игровых моментов, которые не были похожи друг на друга. А они зачастую именно что похожи, и большинство голов, на мой субъективный взгляд, забиваются по одному и тому же сценарию. Рот этого казино, А на PlayRock с нулевой комиссией на пополнение Steam злиться не придется. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. Начнем с того, что мне в целом нравится геймплей eFootball, и в сравнении с 20 и 21 пеской я скорее предпочту геймплей именно что eFootball, ибо в отличие от этих двух частей, 20 и 21, геймплей eFootball постоянно претерпевал изменения, поэтому нельзя конкретно сказать, что какой-то вот прям отдельно взятый игровой процесс eFootball, он либо хуже, он либо лучше. Но все-таки геймплей eFootball мне импонирует чуть больше. Но думаю, что никто не будет спорить с тем, что последние несколько лет игра находится в состоянии стагнации, когда особо контента в игре не появляется, но нужно продолжать выпускать паки, нужно продолжать заинтересовывать игроков. А как это еще можно сделать, кроме как не повышением цифр у новых карточек и добавлением новых навыков? И именно поэтому в игре мы наблюдаем тенденцию, что рейтинги у футболистов уже приближаются к рейтингам 110 пунктов, тогда как в игре продолжают появляться новые навыки из разряда магнит в ногах. И вот как бы мне не нравился геймплей eFootball, как бы мне не нравились анимации, которые здесь проявляются, какие анимации здесь задействуются, хоть половина из них и из той же самой пески. При всем этом с каждой новой частью создается впечатление, что игра становится все более и более шаблонной, и мы все катимся по одним и тем же рельсам. Как бы я не очень люблю все вот эти вот разговоры о гандикапе, которые заведомо решают, кому выигрывать, а кому проигрывать, но как будто бы матчи действительно в большинстве своем, может быть не все, имеются редкие исключения, но они в 98% случаях очень часто становятся похожими друг на друга. И как раз таки Konami с их тенденцией этому иной раз способствует, потому что в игре появляется все больше навыков, которые в каком-то смысле упрощают игровой процесс. Ибо подумайте сами, зачем как-то подстраиваться, пытаться поймать удобную позицию, чтобы пробить поворотом, когда можно взять центрального нападающего со скоординированными ударами и попытаться пробить, стоя спиной к воротам. Или можно сделать еще проще. Зачем пытаться доходить до ворот, если можно взять игрока с пикированием сокола и просто ебашить из-за штрафной на протяжении всего матча? Или иной раз даунгрейдить игровой процесс. Чтобы было более понятно, что я имею в виду, во времена 22-й, 23-й части eFootball, когда вот именно Dream Team заработал,
Техничные игроки с высоким дриблингом ощущались намного приятнее, и в целом финтиться за них, дриблить за них было намного комфортнее, эстетичнее, и как-то этого мы наблюдали намного больше, нежели это происходит сейчас. Отчасти это связано с тем фактом, что в игре появляются такие скиллы, как динамичный дриблинг, который отвечает за то, насколько маневренным, плавным будет движение футболиста с мячом при попытке дриблинга, или когда у защитников отобрали анимацию дальних перехватов и сделали это отдельным взятым навыком для донатных карточек. То есть получается так, что игровой процесс постепенно обрезается, где-то упрощается, и по итогу мы получаем вот такой вот обрезанный вариант, который все еще напоминает футбол, в который нам, в каком-то смысле даже приятно играть, но все мы с вами понимаем, что что-то здесь все равно не так. И вот мне кажется, что это связано во многом с теми же самыми навыками, которые, не сказать, что прям сильно нужны игре, ибо те же самые соколы в каком-то смысле забивались и во времена пески, просто сочетанием удара и кнопкой подкрутки. Просто нужно было подобрать нужную позицию и заполнить шкалу чуть-чуть посильнее, чем вот середина, например, шкалы. Но нет, давайте сделаем это отдельным навыком, чтобы какие-нибудь школьнички пытались вечно бить из-за штрафной. А такие навыки, как магнит в ногах, вызывают лишь опасения, что рано или поздно eFootball окончательно превратится в копирку той же самой FK и по рейтингам, которые присутствуют в мобильной версии игры, и по игровому процессу, где у каждого футболиста мяч буквально приклеивается, к ногам, а сами футболисты скользят по полю.